Проснулся сегодня рано. Еду на рыбалку. А теперь более подробно о том, как все было. Это автомобиль «Хищник». Это теплая обувь. Автомобиль «Хищник» собирается в России, стоит 5 миллионов рублей, предназначен для хождения по тундре. В данном случае мы на нем поедем на Лиман. Может развивать скорость до 70. Обязательные атрибуты: еда, сковородка, плитка, снасти для рыбалки. Ну и далее в путь на Лиман. Вот эти все черные точки – это все люди уже, которые давно стоят и ловят. Стоянка каждый день разная. Люди мигрируют по Лиману. То есть кто-то просверлил лунку, и сразу там образуется вот такая толпа. Все знают, где клюет. Ну а теперь сам процесс. Опа! Это корюшка. Это хищник. Я впервые узнал, что она жрет себе подобных, поэтому ловит ее на другой тип рыбы. Ну, а так делают мастера. Посмотрите. Ну а это уже я. Толщина льда 2-2,5 метра, глубина общая до дна 24-25 метров. И прямо со дна я ловлю рыбу. И это, кстати, моя. Надо было к мужикам туда встать, где много рыбы. Ну вот, как снимать, так и не клюет. Сейчас давайте подождем. Не клюет, не клюет. Сейчас давайте подождем. Ну и пока у меня возникла пауза в клеве, расскажу вам о том, что лед стоит до середины мая. Далее появляются первые трещины, и уже на лед будет выходить опасно, но, конечно, отважные всегда есть. Вон, посмотрите, у мужиков за моей спиной, как идут дела. Они только руками крутят, аж жарко становится. Вот, ну потом начинается летняя рыбалка, ну а пока зимняя романтика. Посмотрите, какие просторы. Хорошо, что сегодня нет палящего солнца и небо закрыто тучами, есть возможность не обгореть лицом. Солнцезащитные очки носить обязательно, выгорит радужка. Ну а так загореть уж точно мне сегодня придется. А рыба так и не клюет. Ну а теперь внимание, я показываю, что делать, когда клюнула. В данный момент произошла поклевка, и я широкими медленными движениями специально показываю вам. Конечно, местные все делают быстрее и уже, чтобы вы рассмотрели сам процесс подъема рыбы с самого дна. Вот. Ну, не в этот раз. Повезет в следующий. В принципе, в субботу и в воскресенье вы можете не видеть народ в городе, потому что он находится весь здесь и занимается рыбной ловлей. Ну, даже проходят соревнования. Вот, например, завтра в воскресенье здесь будет проходить соревнование по тому, кто поймает больше всего корюшки. И по замерам, по весам даже там определяется. Поэтому здесь есть чем заниматься. И вот такая техника впечатляет, потому что чем больше ты тратишь время на разговоры, тем меньше у тебя рыбы. А здесь все идеально. И скорость, и количество. Но если бы не вот это, то я не знаю, чем еще здесь можно заниматься в свободное от работы время. А это помогает жить. Ну а у тех, у кого не клюет, всегда накрыт стол. И это еще одно яркое времяпрепровождение в выходные дни. Ну а я поехал кататься на снегоходах. Смотри далее. Круто! Конечно. Мощно. Расскажите о ваших впечатлениях. Слушайте, как ну вам? полный. Круто, круто. Я даже боялся до конца нажать. А что это? Да, на Чукотке страх, это как бы... И уехал вдаль. Ну и вот, в подтверждение моих слов, еще одно доказательство того, что здесь находится весь город. Женщины, дети, кто замерз, палаточка, общаются, сидят, делятся новостями. И, конечно, удивительные здесь люди. Каждый человек настолько
честен и искренен, да, и готов помочь. Таких у нас уже в центре, там Питер, Москва, очень трудно найти. Ну а здесь, на Чукотке, это и есть основное золото. Ну и покажу вам арсенал техники, который представлен на Лимане. Красота, да и только. Вау! Вот такие приезжают, думаю, что война началась. Оказывается, нет, на рыбалку едет. И, конечно, постоянная взаимопомощь. Кто засел, застрял, люди с любовью это делают. А что здесь говорят, когда выпивают? Кто по-разному говорит, да? Кто за мать Маржиху, кто за отца Дионисия, у нас гора, которая, да, гора Дионисия. Кто там за дорогу, кто за рыбалку, вещи. А у нас что-то говорят так, то есть наливают на дорожку келе. Келе — это чукотский злой дух. Чтобы его задобрить в дороге, чтобы ничего не случилось. Задабривают кусочек хлебушка, у нас сырочка, и говорят: «Куй блятеркин кайве импультин лёлё вартаи». Вот те раз. Ну, будем. Знакомьтесь, это кит. Вернее, его кожа и жир. И это блюдо называется мантак, подкопченое и очень вкусное. В свое время чукчи прекрасно выживали, употребляя его в пищу в этом нелегком, суровом крае. А это, это наш стол. Ну, а далее мы пожарили рыбу уже, и, конечно, традиционный вечер заканчивала баня.